Мы фашизм не победили внутри себя страны. У нас по-прежнему пытки, у нас по-прежнему издевательства, у нас по-прежнему несудебные расправы, убийства. Но у нас по-прежнему лагеря, у нас неосужденные люди, совершившие жуткие, страшные преступления, геноцид советского народа в 30-х годах. Они до сих пор герои, до сих пор тащат венки и цветы к могиле одного из самого, может быть, страшного палача 20-го столетия, значит, всей истории цивилизации Сталина. О чем мы говорим? Мы кого победили? Мы победили Гитлера, который был нашим лучшим другом, союзником и собратом по оружию 2 года до того, как вероломно напал на Советский Союз. Но 2 было фашистских государств, проводивших геноцид. Гитлер проводил геноцид коммунистов и евреев, а Сталин проводил геноцид советского народа без разбора. И причем преуспел в этом значительно больше, чем Гитлер. Или в равной степени. Но о чем мы говорим, какая мы страна победили? Мы победили во Второй мировой войне в коалиции. Ну, слава богу. Хорошо, да, правильно. Потому что Запад сделал выбор между 2 фашистскими государствами, какой поддерживать. Раз Гитлер уж напал на Советский Союз, надо поддерживать Советский Союз, который будет воевать. А я вот всем задаю сейчас этот вопрос, Геннадий Владимирович. Вот смотрите, какая история получается. До 9 мая 2020 года они накачают население этим победобесием. Как будто Вторая мировая война 9 мая закончилась. Не идет это уже вот так, вот как вот раньше. Раньше все-таки пропаганда работала то ли умнее, то ли тоньше, то ли, может быть, мы были действительно менее информированы, не было интернета. Не идет это. Это идет все-таки среди малообразованного, зашуганного населения, которое болванено пропагандой. Посмотрите, вот смотрите, вчера я прочитал твит. Кстати говоря, один из моих самых популярных твитов в последнее время, когда я написал там, мне только одному кажется, что победу в Великой Отечественной войне одержал Владимир Владимирович Путин, и вот благодаря ему, так сказать, мы победили фашистскую Германию. Этот твит был популярный в течение, среди вот моих твитов, последние там 2 месяца, сам там набрал сотни тысяч просмотров. Значит, где-то созвучно, да? Все видят, что вот эта вот победа над фашистской Германией это просто тема для эксплуатации власти, для ее использования для своего какого-то поправки падающих рейтингов. Вот. А если мы возьмем, допустим, опять-таки серьезно будем рассуждать, да, мы были в коалиции. Но если мы возьмем Европу, которую Сталин вовсе не стремился освободить, а стремился завоевать и установить там коммунистические, радикальные, по сути дела, полуфашистские порядки, то ведь 2/3 Европы были освобождены в Британии и Соединенными Штатами Америки территории. Надо сказать, что Британия была вообще первая страна, которая объявила Гитлеру войну. И Советский Союз все-таки... первой страной, конечно. А Советский Союз все-таки сотрудничал с Гитлером и воевал, начал войну. Он не просто сотрудничал, он был партнером Гитлера не только по там, экономическому сотрудничеству, оно было, но он был партнером Гитлера и по подготовке военных. Там танкисты готовились, летчики готовились. Он поставлял в Германию стратегическое оборонное сырье. Советский Союз выступал партнером Гитлера по разделу Европы. Это было совершенно беспрецедентное, так сказать, действие. Советский Союз слал Гитлеру поздравительные телеграммы там, с взятием Франции, Бельгии, там, Нидерландов и так далее. Поздравлял его и желал там добра и здравия ему там на долгие-долгие годы. Советский Союз, по сути дела, свернул переговоры с Британией и Соединенными Штатами Америки, Францией и Британией в 1939 году в августе и предпочел заключить пакт с Германией, которая, хотя ведь шли переговоры о заключении создания антигитлеровской коалиции в августе 1939 года. Но тем не менее они были свернуты довольно цинично. И тут же был заключен пакт с Молотовым-Риббентропом, по которому начался раздел Европы. Наша роль в войне, она трагична. Советский народ понес самые большие жертвы, но он понес их самые большие жертвы из-за бездарности и авантюризма политического руководства военного командования. Вот скажите, пожалуйста, Геннадий Владимирович, вы только что дали такое свое экспертное заключение, что это ужас, это кошмар. А эти орут, можем повторить, они снова хотят с кем-то воевать, по крайней мере, на словах. Давайте мы не будем, я скажу грубо,
Вот необразованное и пьющее быдло с русским народом, с российским народом, он все-таки не такой. Это вот эти крикливые ватники, которые ничего не могут повторить, они ничего не могут не произвести, они ничего не могут создать, они ничего не могут сделать. Они могут только залудить стакан и орать с утра. Так первое лицо государства говорит об этом, что у вы них жахнули. комплекс неполноценности. Понимаете, в этих людях сидит абсолютно обоснованный комплекс неполноценности. Они никто. И звать их никак, и делать они ничего не могут. Но они хотят имперского величия. И вот это Путин играет на эту аудиторию. Он говорит, я вам дам имперское величие. Да, вы будете жить нище, вы будете ходить с голой жопой, извините за выражение. Но вас будет бояться весь мир. Вот она игра. Она игра на подсознательных чувствах населения. То есть Путин влияет не на сознание граждан, а вот их пропаганда, она идет на самые низменные инстинкты. Вот, например, когда люди одевают забрало, и они неприкасаемые. Как они меняются? Они перестают быть людьми. Это жестокие звери, без морали, без нравственности, без сочувствия, без сопереживания и так далее. Посмотрите, что они так творили в Москве. Сегодня потенциал России по отношению к потенциалу НАТО 1 к 50, а может 1 к 80. Чем мы хотим там... Ну, мы можем устроить бяку, но мы не можем победить ни в какой войне. Бяку мы можем устроить, да, там бросить ядерную бомбу, загрязнение и так далее и тому подобное. Нас поэтому уничтожат, сразу мы попадаем не в рай, а в ад. Ну, неважно. Короче говоря, уничтожает Россию. Все, на этом, так сказать, эта часть мировой истории заканчивается. Надеюсь, что это никогда не произойдет. Вот, но надо понимать, что мы ничего не можем, кроме как нагадить.